Пациент, мужчина 61 года, обратился к терапевту с жалобами на боли в животе. Проведен осмотр терапевта. Жалобы на опоясывающие боли в верхних отделах живота, тошнота, жидкий стул. Анамнез заболевания, вышеописанные жалобы 12 дней назад после употребления в пищу куриной кожи и печени трески. Начал прием амез, денол, крион с положительной динамикой. Ухудшение вчера вечером после гречневой каши со сливочным маслом. Анамнез жизни, хронический гастродуоденит, хронический простатит, аллергологический анамнез, укусы пчел, эпидемиологический анамнез, гепатит, туберкулез, венерические заболевания отрицает, контакта с инфекционными больными не было. Гемотрансфузии нет, вредные привычки, курит 30-40 сигарет, 50 лет. Страховой анамнез, пенсионер. Состояние удовлетворительное, кожные покровы нормальной окраски. Температура 36,6. Питание удовлетворительное. Лимфоузлы не увеличены, безболезненны. Суставы не изменены. Зев не гиперемированный. Миндалины увеличены второй степени, налета нет. Частота дыхания 16 в мин. В легких дыхание жесткое. Хрипа нет. Перкуторный тон ясный, легочный. Пульс 70 ударов в минуту, ритмичный, наполнение и напряжение удовлетворительные. Тоны сердца ясное и ритмичное. Артериальное давление 150/80. Язык чистый, влажный, налет желтый. Живот мягкий, при пальпации болезненный Мышечная защита нет, печень не пальпируется. Поколачивание по пояснице, без, болезненно слева-справа. Мочеиспускание нормальное. Стул, 2 раза в день, образный. Примесь нет. Отеки нет. Диез, хронический гастродуоденит. Обострение. Хронический панкреатит, болевая форма, обострение. Рекомендовано. Лечение, диета, выдана печатная информация. Лекарственные препараты. Обследование, ФСС плюс НР-тест, КТ органов брюшной полости, клинический анализ крови, АЛТ, АСТ, билирубин, амилаза, глюкоза. Проведено КТ брюшной полости. Область исследования, органы брюшной полости, забрюшинного пространства. Контрастное усиление не проводилось. Выполнено исследование, компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства без контрастного усиления, с реформатированием в 3 плоскостях и реконструкциями в объеме. Контуры печени ровные, четкие, край не закруглен. В правой доле единичный гиподенсный очаг до 0 см 9 мм, плотность плюс 16 Хаунсфилда. Плотность паренхимы равномерна, в среднем плюс 54, плюс 55 Хаунсфилда без контраста, локальных участков снижения либо повышения плотности не наблюдается. Воротная вена до 1 см 2 мм. Желчный пузырь грушевидной формы, в области дна до 4 см 5 мм, заполнен содержимым плотностью плюс 20, плюс 25 Хаунсфилда. Выявлены множественные, как минимум 4 конкременты, 2 в области дна, 2 в области кармана Гартмана, с гиподенсным центром и с гиперденсной периферией до 1 см 4 мм, общий желчный проток не расширен. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены, поджелудочное железо обычного строения, с фистончатыми краями, в размерах не увеличено. Главный панкреатический проток не визуализируется во всех отделах. Отека парапанкреатической жировой клетчатки не наблюдается. Селезенка не увеличена, без патологических включений в структуре. Почки, выявлено объемное образование ОК. 13,0 на 11,0 на 7 см ровно в области верхнего и среднего сегмента правой почки, неоднородной структуры с бугристыми краями, вплотную прилежащие к нижней полой вене и деформирующие ее стенку, не исключена инвазия. Опухоль прилежит к диафрагме в задних медиальных отделах справа на ограниченном участке. Определяется локальное утолщение диафрагмы до 0 см 8 мм, выявлены регионарные лимфатические узлы справа от средней линии, различного размера. Паранефральная клетчатка тяжеста, выявлены множественные тяжи, протягивающиеся к поясничной мышце справа, определяется деформация ее края. Правый надпочечник интактен, оттеснен опухолью кпереди и кверху. Слева объемных образований, кист, конкрементов в чашечках и лоханки не определяется. Чашечно-лоханочная система не расширена. Свободной жидкости в брюшной полости не выявлено. Деструктивных, травматических изменений костей не определяется. Признаки эмфиземы легких в зоне сканирования. Заключение: объемное образование правой почки, T4N1 с признаками инвазивного роста в окружающей ткани. ГБК конкременты желчного пузыря. Гиподенсный очаг в печени, киста, МТС. Рекомендуется консультация онколога. Данное образование – случайная находка. Пациенту рекомендовано обратиться к онкологу для получения специализированной медицинской помощи.